У нас вот такая обстановка. Собрались поздравлять наших соседей. Я в своем свитере с гусями. Алис, покажись, как ты выглядишь. Алиса ест шоколад. Дима прикольный. Дима, у тебя живот уже меньше стал. Дима похудел еще на полкилограмма за неделю чуть-чуть. Дима не любит, чтобы его снимали. А мне пишут, что нравится, когда ты в кадре. А я в этих штанах. Алис, ручки шоколад, аккуратно. Как-то висит криво. Не надо помогать, я сама отнесу это все. Покажи свою красивую заколку сзади, повернись. Красиво. Мы вернулись уже из гостей, нам подарили подарочки, такую прикольную игру для Алисы. Делать вот такие волосики куклам. И смотрите, какая красота. Какая красота, это на елку можно повесить. Часики, коробочку разукрасили. Но это вот бантик был приклеен. Я обязательно сохраню коробку. Коробку разукрасили красиво. И смотрите, часы ручной работы. Там что-то приклеилось, Дим? Да, там наклейка. Это бывшая виниловая пластинка, да? Да. Красота. Все так красиво было украшено. Обожаю ручную работу. Что-то не фокусируется камера. Смотрите, как шикарно украшено. Я это на елочку обязательно повешу. Заехали в магазин. Смотрите, какие интересные конфеты. After 8 называется. После 8. Почему шоколад с мятой популярен в Шотландии? Потому что его давали детям перед сном. Мята успокаивала детишек. Шоколад их расслаблял. И они засыпали сладко. Так считалось. Я все хочу попробовать, но я не очень люблю вкус мяты в сладостях. Я уже давно пробовала. Алис, это что за приколы такие? Это что за приколы такие? Кошмар. Это так делать нехорошо. Алиса подпрыгнула, выбила из рук. В общем, мне не понравилось однажды, но вот все хочу попробовать, но боюсь, что это будет никак. Потому что для меня это очень странный вкус. Ну, наверное, возьму попробовать. Мятный шоколад я решила не брать. Все-таки, муж пробовал, муж сказал, что полный г. Я решила зря не тратить деньги. Я возьму, когда будет маленький объем. Это была большая коробка, если не понравится, ну куда ее девать? Взяли попробовать вот такие волосы ангела, тоже популярную шоколадку. Сейчас будем с дочкой пробовать. Вот так она выглядит. Запах приятный, молочный. И внутри вот такая, как не знаю что. Вот этот, знаете, фисташка, которая популярна сейчас. Внутри что-то такое. Съели шоколадку. Вкусная, но очень сладкая. Так, мы вернулись с магазина. Покажу, что понесу к Рождеству в садик. Я почитала, что в Шотландии нет, ну, конечно, какие-то сильно большие подарки не приняты, но что-то, в принципе, к чаю, чай, кофе они приносят. Мне хочется сделать приятное, поэтому я понесу. Взяла чай, вот это относительно неплохой на мой вкус. Брала все на свой вкус. Вот эти конфеты лично мне нравятся, очень вкусные. Вот такие вот тоже мы любим, тофифи. Вот это я не пробовала, но это в жестяной баночке в виде книги. Очень интересно, очень так нарядно. Это печенье. Я думаю, что печенье здесь очень любят к чаю. Вот такой ассортимент. Поэтому я решила, что в принципе уместно. На всех воспитателей один пакет. Попьют чай. И вот на столе вот такая коробочка. Показалась очень красиво, праздничная, с молочным шоколадом, с белым конфеты. Открытка, я уже ее показывала. Мне понравился пакет. Такой, знаете, в садик. Показалось, что прикольный снеговик. Поэтому купила такой пакет. А коллеги мужа пока просто купили пакет. И уж очень понравилась вот эта открытка симпатичная. И купим алкоголь. Он любит ром. И, возможно, какой-то хороший кофе или чай. Потому что сладкое он не ест. Поэтому решили, да, алкоголь, чай, кофе. Это будет самое уместное. Но алкоголь он пьет. Мы дарим алкоголь только тем людям, чтобы мы были уверены, что они пьют. Алкоголь, конечно, опасно дарить. Видите, как дарят нам, а мы его не пьем. Очень так неприятно даже получается. Не знаешь, куда его потом девать. Но если мы знаем, что люди пьют, что любят, их нормально у них все с алкоголем дела, мы, конечно, дарим алкоголь, потому что, это такой выигрышный момент, выигрышный подарок, я считаю, с которым не прогадаешь. Особенно если знаешь, что любит человек. Вот, например, моя соседка была в восторге от шампанского Майотта. Она сказала, что это ее любимое шампанское. Видите, как угадала. И было приятно. Ну, в общем, немного, конечно, несу.
ну, здесь не носят какие-то сумки нереальные, просто как знак, ну, просто чтобы поздравить, знак какого-то внимания. То есть достаточно скромно здесь обычно все это проходит, насколько я изучила. Поэтому вот так вот. Решила поделиться, показать. Это купила дочке один из подарков, потому что она любит машины, любит щенячий патруль. Это, конечно, еще не все подарки. Но я покупаю постепенно, потому что за день до Рождества, естественно, не купишь. Я не помню, или я показывала. Первый год будем делать такие crackers. Я, если честно говоря, не знаю даже, как читаются. Но здесь очень популярная вот такая тема. Посмотрим, попадает вот такая всякая интересная мелочевка. Вот. Еще корона, шутка. Вроде как. Будем делать, может быть, возьмем и к нашим соседям сходим, потому что у нас их, так, их собаки и 2 соседи. 3, и мы втроем. Я, муж и дочка. Наша соседка, наш сосед и их собака. То есть как раз на 2 семьи получается вот этих хлопушек. Поэтому, возможно, мы просто сходим к ним в гости со своими хлопушками. Интересно, так кто-то делает или нет? Ну а что, мы зайдем к ним в гости на Рождество и их поздравим. Я думаю, что это нормально. Как вы думаете? Или в гости вечером не принято ходить соседям друг к другу, потому что это такой семейный праздник? Не знаю, но я планирую зайти. Сейчас покажу вам, видите? Старая пластинка. Кто знает группу, можете рассказать. Вот такая группа музыкальная. Впервые вижу. Это потрясающе. И на этой пластинке часы. Вы представляете? Я не представляю такое. Представляете, сколько человек сюда вложил труда. И это расписано руками. Это не трафарет. Потрясающе. Вот мы уже повесили сразу крючок, но надо, чтобы 24 часа написано, он повисел, и потом туда вот так вот повесим. Я в восторге. Для меня самые лучшие подарки — это сделанные своими руками. Я их ценю и люблю больше всего. Куда человек вложился. Обожаю. Нет ничего дороже, чем вот что-то, то, что человек сделал. Это правда. Для меня важнее любого золота, любых бриллиантов, любых айфонов. Я очень ценю такое. Сегодня у нас вот такой ужин. Мы болеем. Ужин диетический называется. Всем привет. Да, у меня такой голос. И, к сожалению, не где-то на этом стадионе, где болеют за футбол. Я его сделала таким. Так много всего хотела снять. В том числе просили снять, как город наш украшен. Я так понимаю, что нравится такое смотреть перед Рождеством. Я толком сама это не вижу, потому что мы жестко заболели. Я уже устала от этих болезней. Дочка пошла в садик, и вот такая ерунда все время. На данный раз у меня пропал вот так вот голос, и стреляет в ухе, болит горло, была температура, ломала все тело, перечислять можно бесконечно. Принимаю как данность. Снимать не буду, а что делать? Сижу дома, на английский не хожу, непродуктивная, готовить не могу, убираю кое-как из последних сил, потому что на меня очень давит, если где-то или пол грязный, я может, педант или немножко такое есть. Мне вообще вот плохо даже становится, если я смотрю там, например, какие-то вещи не на своих местах. Я люблю порядок, люблю, чтобы все ровно стояло. Ну, не до безумия, но есть такое у меня. Я, если нахожусь в доме и где-то что-то не в порядке, я не очень хорошо себя чувствую. Все грустно, все печально. Вот такие вот новости. Муж пьет антибиотик, я антибиотик не пью. Дочка более-менее, она ходит в сад. У меня немножко только сопли, немножко покашливает, но чувствует себя прекрасно. В сад идет с удовольствием, дома не сидит. Вот так вот. Что еще рассказать? Ну ничего, вот. Все новости перед рождественскими праздниками вот в таком состоянии. Грустно, печально. Ну что делать? Будем выздоравливать. Будем выздоравливать. Вот такие вот новости. Рассказать нечего. Сидеть сейчас буду делать сайт один. Делать буду один сайт. И заниматься онлайн-английским. Все планы на период болезни, чтобы провести максимально продуктивно это время. Все равно, конечно, стараюсь что-то делать, естественно, потому что сидеть, лежать я просто не могу. Я по себе холерик. Но если уже совсем нет сил, тут без вариантов. Конечно, буду лежать, в наушниках, только опять же английский какой-то включить, чтобы хоть как-то с пользой провести время.
так вот такая красота у нас. — 0,21. Я считаю, что мне должны гражданство дать, потому что я буду есть тост с Мармайтом. Я считаю, что это уже повод для того, чтобы мне прям завтра уже его выписать. Удивительно. Так, мне буквально стало на полчаса легче. Я решила потушить белую рыбку, наготовить наконец еды. В томатном соусе очень вкусно, очень нравится, но без морковки в этот раз делала, морковка закончилась. И стейки из индейки запекла. Муж продолжает снижать вес, он не набирает вес, потихонечку вес уходит. По-моему, уже говорила, 500 грамм ушло за последнюю неделю. И вот сегодня у нас вторник, по субботам с утра натощак он взвешивается. Вот, несмотря на то, что и пиццу заказываем, я думаю, дефицит будет, потому что мы работаем с ним с головой. Вот, я постоянно с ним разговариваю. Кто не понимает, как я работаю с головой мужа, я обладаю некоторыми психологическими знаниями, и я считаю, что достаточно многими. Поэтому вот с помощью какой-то психологии ему легче дается вот это все. Ну, я так считаю. Я много разговариваю, мы с ним говорим, почему и для чего мы это делаем. Ощущения он свои мне рассказывает, в общем, и ему, я думаю, легче, поэтому нет зажоров, нет перееданий, он себя тормозит, потому что иногда хочется съесть что-то на ночь, особенно его любимые орехи, и они у нас есть дома, да, мы купили его любимые фисташки, но договорились, что он будет есть 150 грамм целую неделю, и это хорошо работает, то есть не полное ограничение, но не пачка за вечер, а пачка в неделю. Такую прекрасную открыточку получили от наших друзей из Польши. Симпатичная такая, с красивым поздравлением. Большое спасибо, если вы нас смотрите. Я не знаю, смотрите или нет. Я поставила в свой любимый сервант. Вот здесь стоят и другие разные открытки тоже. Я выставляю только открытки с этого года. У меня огромное количество уже открыток с предыдущих годов. Но я для себя решила, что... ну вот эти нет, это наши открытки, они мне просто очень нравятся. А так вот в этом году нам пока подарила соседка и наши друзья из Польши. Они тоже белорусы. И, ну, пока все будут, кто еще дарить, тоже пойдут вот сюда в сервант. А с предыдущих лет я не ставлю. Ну, вот какая-то у меня такая тактика. Я уже, наверное, снимала в этой майке себя. Но мне настолько плохо, не поверите, что я ношу 2 дня одну майку. Вот, может, я кого-то ужасну. И даже не поменяла майку. Не хватило сил. Сегодня зашла в интернет и забила свои симптомы, не выдержала, стараюсь так не делать. И мне пишут, что у нас супергрипп, который сейчас популярен очень сильно в Британии. Здесь больницы забиты. Я думаю, что он по всему миру, вот этот супергрипп. Ну, как болезнь не назови, в любом случае неприятно. И вот с голосом у меня что-то произошло. Сегодня у меня 6-й день, по-моему, болезни, и мне немножечко полегче. Бывает хотя бы на полчаса. А до этого вообще не было просвета, мне все время было плохо. Но сегодня всю ночь я не спала, я не могла спать. Я уснула не в 7:30, а в 6:30 утра. Ночью начинается какой-то ужас. Какие симптомы? Я ночью просто задыхаюсь от кашля, идет рвота. Вместе с кашлем я бегу рвать, рву слюной. Начинаются непонятные какие-то адские боли в горле, начинаю полоскать содой и солью. Потом начинается какой-то насморк, я постоянно сморкаюсь. Как только я ложусь, симптомы становятся хуже, я начинаю полусидя пробовать спать, полусидя я спать не могу. Потом ночью еще начинается что-то такое, как сказать, тревожность. Из-за того, что мне постоянно становится ночью хуже, я задыхаюсь от кашля, я уже просто боюсь принимать горизонтальное положение, и я себя ловлю на мысли, что мне уже страшно пожиться, потому что я знаю, что вот это все начнется. Днем плохо, а ночью ужасно, скажем так, все.
И вот когда я сижу, мне более-менее, но как только вот я так ложусь, неважно, это на бок или на высокую подушку, мне становится плохо. Начинается какой-то нереальный кашель. Почитала на форумах, что многие про это рассказывают, что кашель какой-то лающий, какой-то удушающий, какой-то вообще... Люди описывают вот этот супергрипп местные, вот здесь британцы на Reddit я читала, хуже ковида во много раз. Я болела ковидом несколько раз. Все, что у меня было слабость. Кстати, за свои 29 лет, как только пошла Алиса в сад, я поняла, что такое боль в горле и кашель. Я никогда в своей жизни не кашляла. И даже ангина, удивлю кого-то, проходила мне без боли в горле. Она у меня хроническая. У меня появлялся налет, и появлялись просто какие-то першения, неприятные ощущения, но это была не боль. И я ходила на специальные в Беларуси процедуры, такой вот какой-то канюли, мне все там промывали, прочищали белый налет, его же убирать надо, и все. И мне становилось легче, еще каким-то фуруцилином или чем-то таким я полоскала. И когда здесь Алиса пошла в сад, я, конечно, знала, что мы будем болеть, но я почему-то думала, что будет болеть только Алиса, какая-то я наивная была. Но нет, болеем мы, болеем сильно все 4 месяца, пока Алиса ходит в сад. Вот такие вот новости. И болячки, знаете, какие-то здесь, мне кажется, термоядерные, или мне, может быть, кажется, хотя я общаюсь со своими подругами из Беларуси, и они мне тоже самое говорят, что вот, Вика, у нас у детей отиты, пневмонии, всякая ерунда, мы в больнице уже лежали. Но, знаете, у меня Алиса до 3 лет, пока не пошла в сад, она вообще не болела, я не знала, что это такое. Когда Алиса пошла в сад, мы были в полном шоке. Уже, наверное, через неделю она принесла какую-то болячку, и симптомы у нас всегда похожи. Боль в горле, кашель, слабость, насморк. Ну, вот такая вот какая-то ерунда. Температура у меня 37,5 вот была. Один день я выпила процетамол, второй день была 37,2, я выпила процетамол, и больше температуры у меня нет. Но я практически всегда болею без температуры, как и сказала одна врач из Беларуси. У тебя либо очень низкий иммунитет, либо очень высокий, когда такая происходит ситуация, что твоя температура там до 40 не повышается. Я не знаю, какой у меня иммунитет, но у меня действительно температура до 40 никогда в жизни моей не повышалась, даже с пневмонией. Для меня нормально иметь температуру этот 35,5, 36. Кто-то удивляется, но я вот даже когда с бывшим парнем жила, я ему показывала вот в 5 утра, просыпалась, потому что в такое время всегда критически, скажем так, словом, критически низкая температура. 35,5. Он смотрит, ой, как это плохо. Я говорю, да, у меня всегда такая температура, уже не первый раз замечаю, особенно под утро. 35,5. Ну вот такая температура пожизненно. Поэтому... Для меня температура 36,5. Ой, это какой ужас, это так тяжело ощущается. 36,7, 37,5 для меня вообще ужас. И самое интересное, это вот таким людям, которые болеют, а я болею часто без температуры, не давали раньше больничной на учебе и на работе. Вот мне интересно и любопытно, потому что мне было ужасно плохо, и симптомов у меня была ужасная слабость, я была абсолютно непродуктивная. Но мне всегда говорили, а температуры же нет. Мне до сих пор это поражает. Температуры нет, так это же не показатель. Человеку может быть очень плохо, он может быть болен без температуры. Но на температуру у нас почему-то обращают внимание, хотя я прекрасно помню, что без температуры мне было ужасно плохо. Ну, у меня больше всего была вот эта слабость, а это очень тяжелый, невыносимый симптом, когда тяжело встать с кровати и, ну, малоприятные ощущения. Вот такие вот новости у нас.